Здравствуйте, подписчики и новые слушатели. Это канал о мистике из реальной жизни. Истории присланы подписчиками и найдены на просторах интернета. У многих авторов жанра о мистике озвученные истории тоже взятые из интернета и, естественно, могут дублироваться на других каналах, неосознанно и случайно. Никто из авторов этого жанра не мониторит друг друга на повторе историй. Все источники озвучиваются в видео. Хочу предупредить о том, что скорость звуковой дорожки увеличена. На это есть веская причина. Кому не хватает интонации и расстановок, может в настройках поменять скорость воспроизведения. Это для тех, кому кажется, что я озвучиваю тоном, которым ругаются учителя. Напоминаю о просьбе смотреть каналы российских авторов через VPN. Иначе YouTube оплачивать за их труд не будет. Часовой ролик требует работы около 4 часов. Я думаю, что это заслуживает благодарности. А также просьба ставить лайки и грозные дизлайки, на которые вы потратите меньше секунды вашего времени. Итак, let's go! Как я сходил в бар? Автор Элла Жижела. Так сложилось, что я до 27 лет ни разу не был в баре. Живу в Мухосранске. Баров здесь аж целых 2. В первом собирается элита города. Колхозников вроде меня там у входа разворачивают и напутствуют подсрачникам. Во втором же вероятность за полчаса поучаствовать минимум в 2 пьяных драках стремится к единице. В больших городах бывал, но все не доводилось. А правду сказать всегда хотелось от чего-то. Вот прямо представлялось. Зайду в такой уютный тихий барчик, как в американских фильмах. Сяду у стойки и выпью самого вкусного пива в моей жизни. Но нет, все не складывалось. И случилось мне по каким-то делам поехать в соседний город, тоже Мухосранск. Но раза в 3 крупнее моего. Там жил мой старый товарищ по институту. И, завершив свои дела, я нагрянул к нему в гости. Он мне обрадовался, достал коньячок с лимоном. Мы принялись было накатывать. Но тут пришла его жена с ребенком и очень выразительно на нас посмотрела. Я мальчик деликатный, допил, что было налито, и откланялся. И вот иду я по этому городу, а коньяк мне в голову что-то сильно ударил на пустой желудок. Утром лишь яичницу скушал. Да как из поезда вышел, булочку с горячим чаем в буфете. А дело уже к вечеру. Думаю, надо бы перекусить где-то. До поезда еще часа 3. Иду, смотрю по сторонам в поисках столовой или кафешки. Начало зимы. Снега еще нет. Но темнеет уже рано. Когда снег выпадает, сразу светлее кажется. А тут в сумерках и земля темная. И небо темное. Вроде свет еще есть, а уже мало что видно. И смотрю, вдруг вывеска светится «Бар» уютным таким зеленым светом. И пьяные мои ноги тут же понесли меня туда. Захожу, и все точно как в моих фантазиях. Небольшое такое помещение, полумрак, негромкая музыка, люди сидят спокойные. Бармен с добродушной физиономией. А я ж не знаю, как себя вести в барах. Ну, типа сразу нальют или платить вперед. Пить прямо за стойкой или брать и за столиком идти. Понимаю, смешно, но такой вот я неотесанный. Тем не менее, сажусь на табурет за стойкой. Бармен меня спрашивает, что будем пить? Пиво, отвечаю. Он кладет на стойку картонку, на картонку ставит бокал, наливает пиво, пододвигает здоровенную такую вазочку с чипсами. И вот беру я этот бокал, делаю глоток. Господи, самое лучшее пиво, которое я пробовал в своей жизни. Даже не представлял, что существует настолько вкусное пиво. Закусываю чипсами. Господи, какие же они хрустящие и ароматные. Соленые ровно настолько, насколько я люблю. Аж зажмурился от удовольствия. Сижу, попиваю пиво, горстями жру чипсы. Голодный же. Вообще про все на свете забыл. Оглядываюсь лениво и умиротворенно по сторонам и вижу первую странность. Но это потом уже, когда вспоминал, понял, тогда внимания особо не обратил. Но дело в том, что все люди, что были в баре, кроме меня, сидели ко мне или спиной, или в полоборота, почти спиной. Человек 5 или 6. И ни одного лица, кроме лица бармена, и все одеты как-то странно. Ну, не однообразно, но глазу не за что зацепиться. Скользнул взглядом и забыл. Сделал еще глоток. Стал разглядывать картонку, на которую бармен бокал поставил. А там девушка в призывной позе. Не совсем раздетая.
но слегка, вроде как пинап. Бармен говорит: «Еще налить?» «Ага». Поднимаю на него взгляд и вдруг вижу, что бармен-то вроде тот же самый, но с усами. А ведь не было усов, когда зашел. Или были? Хмурюсь, пытаюсь сообразить. Снова опускаю взгляд, смотрю на картонку. А там та же девушка, но уже совсем без одежды. И поза уже не просто призывная, а скорее подходящая для гинекологического кабинета. В голове мутится, пытаюсь сообразить, что к чему. Снова смотрю на бармена, а он уже без усов, зато лысый. Улыбается мне и говорит: «Чего ты? Бухай дальше». Буквально так и сказал: «Бухай». Машинально делаю глоток, закусываю чипсами и чувствую, что пиво какое-то уже не совсем вкусное. И чипсы на зубах скрипят. Снова смотрю на картонку, а девушки там уже нет. Реклама из журнала для молодых мам, что ли? Младенцы в подгузниках, бутылочки с соской. Что? Почему? Недоуменно смотрю на бармена и вижу вдруг, что он уже не улыбается, а смотрит на меня довольно-таки недружелюбно. Почесал я в затылке, полез в карман, достал кошелек, положил на стойку 500 рублей, по тем временам не такая уж малая сумма, и пошел к выходу, не ожидая сдачи. Никто не пытался меня остановить, и никто из посетителей на меня не обернулся. На улице глубокая ночь, и я понимаю, что на поезд я уже опоздал. Придется ждать следующего, утреннего. Иду, мутит меня. Глубоко вдыхаю свежий ночной воздух. Но что-то лучше не становится. И чувствую все, стоп, сейчас будем блевать. Остановился под неработающим уличным фонарем. Оперся о столб, склонился. А вот дальше будут весьма неаппетитные подробности. Но уж извините, без них никак. Рвало меня чем-то никак не похожим ни на утреннюю яичницу, ни на полуденную булочку, ни на пиво с чипсами. Сначала наружу рванулась маслянистая жижа с едким химическим запахом. Потом кусочки чего-то похожего на мелко нарезанную бумагу, липнущую к зубам. Потом слизистые шарики размером с горох, от которых во рту появился вкус жженой резины. И, наконец, чуть ли не задохнувшись, я выплюнул огромный кусок чего-то волокнистого и царапучего, словно кусок сухого мха. Как я был потом благодарен судьбе, что остановился освободить желудок в темноте, под неработающим фонарем. Совершенно не хочу знать, чем я украсил асфальт. Вот, собственно, и конец истории. Сцены после титров не будет. Я никогда больше не заходил в тот район того города. И не знаю, был ли там бар, или, может быть, мои 500 рублей все еще лежат на первом этаже какого-нибудь заброшенного здания. Может, и объяснение у этой истории есть. Самое, что ни на есть, материалистическое. Пьяный все же был. А понижать градус, да еще и на пустой желудок, не лучшая идея. Мало ли чего привидится. А только с тех пор я не пью. И страшновато что-то. Боюсь даже хоть чуть-чуть туманить свой разум. Да и желудок уже не тот. Врач сказал, небольшая язва, хотя до той ночи никогда на него не жаловался. Комиссионка. Автор Летяга. Источник сайт Фосстор.ру. Когда я была маленькая, мама с бабушкой обожали ходить по комиссионкам и антикварным лавкам. Бабушка была спец в подборке редких и красивых предметов мебели. Еще бы, много лет работала реквизитором на киностудии. А мама всегда выбирала относительно недорогие, но очень красивые и качественные насильные вещи. Одежда, аксессуары и то прочее. Но прежде чем пустить вещь в домашний обиход, бабушка всегда проводила над нею какой-то полуколдовской, полурелигиозный очищающий обряд. Видя это, мама поднимала ее на смех. Поэтому бабушка старалась проделывать это, когда мама уходила на работу. Мне было наблюдать за бабушкиной ворожбой интересно и одновременно жутковато. Но большого значения всему этому я тоже не придавала. Бабушки не стало, когда мне исполнилось 20. Старческая немочь, а затем и микроинсульт, лишивший ее речи, настигли бабушку очень быстро. Но разум, как я теперь понимаю, у нее оставался светлым. Она все пыталась нам, больше мне, что-то сказать или передать, но выходило лишь мычание, а держать карандаш или ручку она уже тоже не могла. После смерти бабушки мама продолжила свое увлечение, но, к сожалению, нашу семью стали одолевать всякие мелкие и не очень неприятности, перечислять которые будет слишком долго. Скажу лишь, что раньше ничего такого, и главное в таких количествах, с нами никогда не случалось. Я подкинула мыслишку, а мама спустя какое-то время с нею согласилась.
Беда была в том, что мы осваивали вещи, не проводя над ними бабушкиного обряда. Но как его правильно делать, мы обе не знали. Поэтому просто решили избавиться от всех комиссионных и антикварных вещей, которые приобрели после бабушкиной смерти. И результат не замедлил сказаться. В наших жизнях все стало постепенно налаживаться. С тех пор, хоть маме это и тяжело далось, но она бросила привычку ходить по комиссионкам. Соседка-ведьма на даче. Автор Руслан. Всем привет! Хочу поделиться историей, которая происходила со мной и моей семьей. Так вот, есть у нас дача в небольшом ПГТ, а там есть различные деревья фруктовые, малинник и клубника. Естественно, за всем этим нужен уход. И есть соседка, которая очень глазливая, как моя мама говорила. Они вроде и общались, но подругами не были. Чисто о делах дачных. Часто родители стали замечать, что весной, как на даче что-то посадят, и соседка глянет и скажет: «Ой, какая у вас хорошая рассада», то сразу рассада пропадает и вянет. И так было постоянно. Ну и родители больше не стали пускать ее во двор. Всегда говорили, что заняты, некогда долго разговаривать и так далее. Потом начали находить куриные яйца в огороде. Откуда они могли там взяться, непонятно. Но мама их не трогала руками, а брала тряпочкой и выкидывала на мусорку. В целом тут всему вышеперечисленному можно было найти какое-то объяснение, если бы не один случай. Как-то после обеда по улице ездила машина и говорила в громкоговоритель, что покупает перья. Это были цыгане. Они по селам часто ездили тогда и скупали перья разных птиц и подушки старые, в которых есть перья. Ну а у нас на даче, на горище, как раз были старые подушки и перина. Ну, родители издали этим цыганам эти вещи. Совсем не задорого, конечно. Но пока вся эта процедура происходила, к маме подошла одна цыганка и дала ей корешок от какого-то растения. И сказала сжечь. И чтобы на следующий день во двор никого не пускали и ничего не брали. Мама так и сделала. И вот на второй день раздается стук в калитку. И стоит у калитки дочь той самой глазливой соседки. И в руках у нее рассада клубники. И говорит: «Возьмите, посадите у себя этот сорт крупной клубники». А мама говорит, что нам не нужно. У нас свою девать некуда. Уже места нет, где рассаживать. А соседка прямо говорит: «Ну возьмите, выкидывать-то жалко». А мама ни в какую. Говорит, не нужна она нам. И тут эта дочь соседки разозлилась и выкинула эту рассаду прямо на улице. И пошла обратно. Как потом выяснилось, соседка очень сильно тогда болела. И потом разговаривать перестала с моими родителями. И даже здороваться. И последний случай, который уже произошел со мной, послали меня родители на дачу летом покосить бензокосой траву, которая выросла после дождей в некоторых местах на даче, в том числе и за двором. И вот приехал я на дачу и давай косить. Думаю, за час справлюсь. Только я начал косить, и тут как тут подходит ко мне соседка, та самая, и говорит: «Ой, слушай, а ты не мог бы покосить и у меня потом возле двора?» Если честно, мне это не особо хотелось, и дела у меня еще были. Но отказывать как-то мне было неловко. И я сказал: «Хорошо, только бензин давайте, у меня мало осталось уже». Бензин она мне не дала, хотя у них он был 100%. Постояв возле меня 5 минут, она пошла домой. А у меня заглохла бензопила потом, и я ее так и не смог завести. И провозился почти 2 часа. Так разобрал ее и чистил карбюратор, но все без толку. Завелась она только на следующий день. Пространственная дыра на МХАТе. Автор Евг Петр. Источник сайт Фостор.ру. Долго не могла решиться изложить эту историю, потому что сложно поверить в нее даже мне, непосредственной участнице всех событий. Произошло все осенью 2021 года в ноябре. Мы с мужем начали делать в квартире ремонт. С детьми жили это время у бабушки в Путилково. В выходные пораньше уезжали на ремонтные работы, оставив детей с бабушкой. Все предельно просто. Выехали с мужем в субботу из Путилково в 7:56. Запомнила точно. В 8:00 были на МКАДе. Квартира, где мы делаем ремонт, на юго-западе Москвы, на улице Анохина. Путь почти 100% идет по МКАДу и занимает в среднем 20-30 минут без пробок. Едем спокойно. Машина Рено, обычная. За рулем автомобиля муж, я на пассажирском. Дороги с супругом не вела бесед или споров.
Перебрасывались отдельными фразами о планах на день, типа «сегодня займемся кухней, нужно это и то убрать». Хорошо, я из детской все игрушки запакую. И даже радио не включали. Едем спокойно, иногда еще какие-то дела вспоминая. Рабочая суббота. Суббота, раннее утро, машин мало, но и впереди есть пара-тройка красных огоньков, и сзади вдалеке видны фары. Не пусто. Идем в крайней левой полосе. Навигатор не включали, и регистратор тоже. И я вожу машину, и муж. Дорога прекрасно знакома, так как из-за ремонта мотаемся под ней ежедневно. Знаем каждый знак, поворот и тряпку на дереве. И до Рублевского шоссе все шло штатно, часть пути позади. Дальше мы въехали в полосу леса с двух сторон дороги. Он там всегда и был. Едем мы едем, а лесок не кончается. Вот не кончается и все. Мы это еще не сразу заметили. Едем себе день планируем, на часы не смотрим. Первая я забеспокоилась. Что-то лес долгий. По ощущениям времени скоро должен быть наш съезд. А мы еще полпути не проехали. Где мы вообще? Муж. Едем, это ж МКАД, тут не заблудимся. И точно. Через пару минут лес кончается. И мы выехали к домам и указателю Бутово. Странно, говорю я. Назвали поселок Бутово, можно с настоящим Бутово перепутать. Оно же дальше. Но оно оказалось настоящим. Как Бутово? Не может быть. Смотрю на часы в смартфоне. Мы в пути 24 минуты. Но это невозможно. Обычно это расстояние до Бутова мы едем не менее 40 минут. Мы не гнали очень быстро. Мы не получали штрафы за этот день. Там же камеры на каждом шагу. То есть скорость мы не превышали. Мы не проезжали столько развязок. Не проезжали Минское шоссе, Воровское, Ленинский проспект, Киевское, ОБИ, Мегу, Икею. Это невозможно. Просто это невозможно. Но мы в Бутово. И разворачиваемся и держим обратный путь. До дома оттуда тоже добирались минут 20. Я пыталась понять и объяснить своему мозгу такой глюк пространства и времени, но не смогла. Мы, может, заговорились и отвлеклись? Нет, не было увлекательных бесед и споров. Молча, по сути, ехали. Следили за дорогой оба. Кто водит, тот поймет. Если даже на пассажирском все равно поглядываешь. Ну хорошо, можно пропустить поворот. Но мы пролетели 5 крупных развязок, кучу мелких, указатели, съезды. И не заметили? Немыслимо. В общем, я понимаю, что это было. Все, что я знаю, мы въехали в полосу леса у Рублевки и выехали в Бутово. Не было тишины, не было тумана, не было странных чувств, не было пустой дороги. Машины также были где-то впереди и позади. Просто пространство изменилось на глазах, и я не знаю, как это объяснить. Соседские войны. Автор Фоксифер. Хорошо, когда повезло с соседями, и поговорить есть с кем, и обратиться за помощью в случае необходимости можно, и за домом попросить присмотреть. А бывает, соседи попадутся такие, что и врагу не пожелаешь. Жертвой таких вот проблемных сосед стала чета «Пусть будет Петровых». Не знаю почему, но они просили не указывать настоящие фамилии. Валерию Семеновичу и Надежде Сергеевне сейчас слегка за 70. А эта история началась 4 года назад. Рядом с домом Петровых жила одинокая старушка. Ее дети и внуки давно разъехались, кто куда, лишь изредка навещая бабулю по праздникам. После того, как старушка умерла, дети выставили дом на продажу, и спустя какое-то время он обзавелся новыми хозяевами. Анатолию и Татьяне, пускай Ивановым, было слегка за 50. Детей у них не было. Переехали они из другой области. Раньше жили в городе, а теперь, по их словам, им захотелось пожить в деревне и заняться хозяйством. На первых порах отношения с новыми соседями складывались неплохо. Валерий Семенович мужик компанейский, поэтому довольно быстро сдружились с Толиком. Помог поставить новый забор. Посоветовал людей, чтобы крышу перекрыть. А потом весной началась череда конфликтов. Сначала к Надежде Сергеевне прибежала Татьяна с папкой в руках и принялась показывать какие-то планы, утверждая, что Петровы оттяпали у них кусок земли. Вернее, не конкретно у них, а еще у старой хозяйки. Но раньше этого никто не замечал. А бдительная Татьяна вот заметила. Разговоры не помогли, пришлось вызывать геодезиста. Разумеется, в итоге оказалось, что никто землю у Ивановых не крал. Конфликт замяли,
Потом соседка заявилась с обвинениями, что куры Петровых перекопали у них всю клубнику. Надежда Сергеевна показала соседке, что куры никак не могут выйти из загона, поэтому клубнику испортить не могли. Соседка ушла, осыпая старушку проклятиями. А на следующий день пришла с миской пирожков и принялась слезно извиняться, мол, сама не знает, что на нее нашло. Извинения были приняты, но перемирие воцарилось ненадолго. Не прошло и 2 недель, как у Петровых внезапно умер пес. Шикарный ягтерьер, которого Валерию Семеновичу 7 лет назад подарил брат из Минска. Когда дед вез пса хоронить, на улицу вышел Толик. Ага, отгавкался, день и ночь покоя от него не было. Ни поспать, ни телевизор посмотреть из-за лая. Как говорила баб Надя, расстроенный, шокированный Валерий Семенович не сдержался. Дело дошло до драки, после которой уже ни о каком мире речи быть не могло. А потом пошли конфликты и с другими соседями. Бабе Наде рассказывали, что Татьяна делает, причем по-черному. Но она поначалу не верила, пока не убедилась в этом сама. Сначала в огороде стали появляться монетки. Надежда Сергеевна все грешила на дырявые карманы. Потом горки ржавчины под калиткой, какие-то лужи, жженые газеты, кусочки стекла и прочий ссор. Потом после Пасхи в загоне для поросенка нашлось красное яичко и много скорлупы. А спустя неделю поросенок сдох. После того, как баба Надя выкопала в огороде сверток с ногтями и рыбьими костями, она пошла к соседке и предъявила ей все это добро в газетке. Татьяна покрутила пальцем у виска и прошипела: «Докажи». Затем какое-то время было тихо. Я лично несколько раз виделся с Ивановыми, когда приезжал к знакомым старикам. Перекинулся парой слов с Толиком. Даже не зная я того, что о них рассказывали Петровы, я бы назвал Ивановых крайне неприятными людьми, теми еще энерговампирами. В разговоре Толик вечно лезет к самому лицу, хватает за куртку, похлопывает по руке. Не знаю, как другим, а мне с подобным человеком общаться противно. Осенью вновь разгорелись соседские войны. Татьяну поймали за тем, как она обсыпала маком чью-то машину. Потом проклинала детей за то, что они катались на велосипедах близ ее двора. И еще много чего было. Дошло до вызова участкового. Тот приезжал 2 раза, общался с Ивановыми, но толку от этого не было никакого. Вызвали председателя. Тот всех выслушал, да и говорит: «Татьяна Батьковна, так вы ж не правы, и по закону, и по-человечески». Его Татьяна не проклинала и не скандалила, только сказала, что их с Толиком все хотят выжить из села. Но они никуда не уедут и мириться с происходящим не намерены. А на следующий же день председатель поскользнулся на крыльце почты и сломал ногу. Совпадение? Да, возможно, это и притянуто за уши, но как-то уж больно складно получилось. Одна из самых диких историй произошла зимой, в конце февраля. Валерий Семенович возвращался домой поздно ночью. Уже подходя к калитке, он вдруг заметил какое-то движение на соседской крыше. Остановился и оторопел. Там сидела Татьяна в одной ночнушке. Старик понял, что она его не видит, поэтому решил понаблюдать за женщиной. Та несколько минут сидела на покатой крыше, что-то бормотала и махала руками, после чего поползла вверх и скрылась на другой стороне. Видели бы вы лицо Валерия Семеновича, когда он мне это рассказывал. Еще был случай, когда к Петровым приехала машина с зерном. И надо же такому случиться, водитель случайно зацепил соседский забор, когда выезжал из двора. Отвалилась всего одна доска. Поэтому водитель тут же поспешил исправить косяк и прибить ее обратно. Ну и пошел к Ивановым попросить молоток да гвозди. «Да чтоб вы в аварию попали! Да чтоб ты сдох! Чтоб ты сгнил заживо! И дети твои, и жена твоя!» Выслушивал он проклятие от Татьяны. Впоследствии мужик не раз пожалел о своем решении. Лучше бы молча уехал. Петровым тоже досталось. Видите ли, не купили бы они зерно, забор Ивановых не пострадал бы. Еще была одна история. К Валерию Семеновичу приехал знакомый рыбак и привез рыбу. Ну и разговорились возле двора. Вдруг из калитки вышла Татьяна. Рыбак ее увидел и замер. Та молча прошла мимо, а этот мужик и говорит: «Сижу я на речке недели 2 назад, только-только сереть начало. Вдруг замечаю краем глазом какое-то движение сбоку. Смотрю, а там эта баба из кустов выходит, а в руках какие-то тряпки несет.
а сама в ночнушке белой и босая. Подходит она к воде, значит, и начинает эти тряпки разворачивать. А там какой-то мусор, черепки, все нитками спутано-перепутано, и много куриных перьев. Ивановы курей не держали к слову. Она все это в воду бросает и причитает в голос, ну прямо как собака скулит, а слова не разобрать. Потом поворачивается ко мне и говорит: «Что смотришь, ублюдок? Чтобы ты в этой речке утонул». Сказала и ушла обратно в кусты. То ли больная, то ли Бог ее знает. Поначалу, кстати, когда с Татьяной еще кое-как общались, она постоянно жаловалась на здоровье. Рассказывала, что и как у нее болит. А вскоре эти же симптомы появились у тех, с кем она делилась проблемами. А если под своим забором она находила какой-то мусор, то непременно спешила вымести его на середину дороги, либо же соседям под ворота. Бутылки могла просто бросать через чужой забор, не беспокоясь о том, что может что-то там разбить. Все время твердила, что это соседские дети подбрасывают ей мусор, в том числе и бутылки из-под водки. Еще эта женщина любила громко рассказывать о том, как ходила в церковь и ставила свечки за здравие всех соседей. Но Бог все равно накажет тех, кто ей пакостит. Да, к слову, себя она считает истинно верующей, а всех остальных безбожниками. Было еще много разных происшествий в стиле описанных выше, но всего не перечислишь. Тем временем пошел уже 5-й год соседских баталий. С Ивановыми никто не общается. Те периодически устраивают скандалы по малейшим пустякам, продолжая кошмарить всех вокруг. Анатолий в последнее время пристрастился к бутылке. Знаю, что перед Новым годом его как-то забрала скорая. Пролежал несколько часов на морозе. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо. Ночная рыбалка. Автор Руслан. Всем доброго времени суток. Хочу рассказать свою историю, которая произошла летом 2017 года. Итак, приехал я к родителям погостить. Они у меня живут в небольшом ПГТ, и есть там различные водоемы, ставки и плотина. И захотелось мне отдохнуть от всего и поехать на рыбалку, на природу, на которой не был лет 5 так точно. Договорился с другом, что поедем на сутки. Возьмем все принадлежности и будем релаксить, так сказать. И вот за день до рыбалки друг сливается. Говорит, вызвали на работу. Я сначала расстроился, но потом решил ехать сам. Пока есть время и погода хорошая. Изначально мы собирались ехать на велосипедах, но когда понял, что поеду сам, то я решил, что поеду на электросамокате, который возьму у своего брата. Потому что ехать на машине не вариант совсем, на тот ставок, куда я собирался ехать. На машине ехать можно только до определенного места, а дальше идут дебри и тропинки, а бросать машину на расстоянии неохота, так как алкаши из села, что неподалеку от ставка, могут что-то открутить или сделать какую-то пакость. Поэтому я собрал снасти, а точнее удочку и садок для рыбы, червей накопал, взял подкормку и еще по мелочи. Ну и также наделал бутербродов, сварил 5 яиц, нарезал копченого сала, колбасы и сыра и взял кофе в стиках. И вот в 5 утра я встал на самокат и поехал на рыбалку. Самокат мощный, до 45 км в час разгоняется. Но я больше 30 стараюсь не ехать. Тем более большая часть пути – это грунтовая дорога, которая вся кривая, и в больших трещинах от засухи. Сам маршрут был таков. Нужно сначала доехать до маленького села, домов на 20-30, в котором один продуктовый магазин. А дальше нужно спускаться в дебри. Небольшой лесок, в котором и находился сам ставок. Там ехать по тропинкам до самого ставка. Сам ставок достаточно большой, в ширину метров 400, а в длину гораздо больше. Даже не знаю, где край, из-за деревьев не видно. А обходить его полностью никогда не пробовал. И вот я приехал к ставку и поехал смотреть место, где я остановлюсь. Нужно понимать, что мест для ловли рыбы не так много. Это небольшие островки у берега размеров 3 на 3 метра. Их штук 5 с моей стороны, и с другой стороны пара штук. Остальной берег весь покрыт деревьями и камышами. И вот на одном из таких островков я и расположился. Закинул удочку и начал наслаждаться процессом. Маленькую рыбу, которая меньше ладошки, я отпускал и старался поймать более крупную, чтобы засолить на таранку. Клев был неплохой, но почти всю рыбу я отпускал. Но меня это не расстраивало. Мне главное процесс,
и наслаждаться природой. К обеду я наловил всего 3 рыбины весом примерно по килограмму каждая и начал готовить дрова для костра на ночь. За несколько часов я наломал и напилил сушняка, благо камни и какие-то кирпичи там были. Видимо, до меня тут уже не раз кто-то был с ночевкой. Вечером я так проголодался, что заточил сразу весь свой запас. Ну, думаю, до утра не буду голодный. Думаю, буду пить кофе всю ночь, сидеть у костра и ловить рыбу. До ночи я поймал еще одну рыбу, а ночью совсем перестала клевать. Сижу, кофе пью. И тут начинаю слышать, как сзади меня как будто кто-то начинает ходить в дебрях. Ну, я понимаю, что тишина и любые шорохи кажутся громкими. Думаю, зверьки, может, какие-то. В принципе, ничего необычного. Но уже в 1 часу ночи я услышал громкий удар по дереву, как будто кто-то начал рубить дерево топором. Аж дерево трусится. Таких ударов было около 5. Вот тут я начал очковать. Крупных зверей у нас не водится. И я подумал, что, может, какие-то люди просто дрова вырубают на зиму. Но, блин, в полной темноте. В такое-то время. Да и почему дальше не продолжили рубить? Мой мозг начал прикидывать различные версии этих стрёмных звуков. Хочу уточнить, что у меня с собой был баллончик с перцем и шокер. Это против местных алкашей и их собак. На всякий пожарный. Но за всю жизнь я их ни разу, слава богу, не применял. Я сидел тихо и слушал шорохи. Удочку я достал. Мне было уже не до рыбалки. Минут через 40 я услышал опять шаги. Как будто кто-то ходит туда-сюда не спеша. Меня это начало уже напрягать. И я начал обдумывать, а не свалить ли мне сейчас отсюда, но шаги затихли. Спустя минут 15-20 начался трэш, от которого меня бросило в пот. Сидя у костра и собирая удочку, я услышал звук бега. Да-да, именно бега. Как будто какой-то мужик весом за 100 килограмм бежит и вот-вот появится передо мной. Но никто не выбежал, все стихло. А потом опять звук бега, только уже отдалялся. Я стоял с удочкой, как парализованный, и не шевелился. Во рту все пересохло. Спустя несколько секунд я начал думать, что это может быть. Алкаши? Ну зачем им бегать ночью? Да и бегать они вряд ли будут. Кто же еще? Пока я думал, я услышал опять звук из дебрей. Как будто кто-то там очень резво что-то делал. Лазил, шоркал и как будто шел ко мне. Несмотря ни на что, я накинул на себя рюкзак, бросив удочку и рыбу. Я прыгнул на самокат и дал газу по этим узким тропинкам, что шли сквозь камыши и деревья. Ехал я очень быстро и слышал звуки со стороны, будто кто-то бежал и ломались ветки, а потом как будто уже бежали по самой тропинке. Звук топота о сырую землю. Я летел и боялся, что небольшая кочка или коряга на моем пути приведут меня к жесткому падению, и то, что бежало, меня догонит. Как только я выехал за пределы ставка, все стихло. Но легче мне не стало, когда я выехал на трассу. Начал думать, что это все было, но найти объяснение я не мог. Спустя несколько месяцев я опять поехал на рыбалку на тот ставок, только днем и с друзьями. Мы были на том самом островке, и когда мы пошли глубже в дебри, откуда я слышал звуки, то мы нашли там выкопанные ямы метр на метр. Некоторые чуть больше, некоторые чуть меньше. Ямы давние, и логического объяснения мы им не нашли. Отшутились, типа клад кто-то искал, видимо. Подборка мистических историй с сайта «Подслушано». Все авторы анонимы. В 4 года я была больна эпилепсией. Врачи не могли вылечить. Приступы были каждый день. Нам посоветовали приехать к бабушке. Когда я приехала туда с родителями, она прочла молитву и сказала, что мне нужна кошка. После этого мы приехали домой и легли спать. Но сразу же, как только в доме стало тихо, мы услышали под дверью мяуканье. Родители открыли дверь, а там кошка. Она уже живет с нами 15 лет. С тех пор у меня не было ни одного приступа эпилепсии. Я не суеверный человек, во всякие мистические штуки не верю. Но некоторые совпадения меня напрягают. В моей семье все старшие дети умирают в 50 лет. Все началось с прапрабабушки. Она умудрилась выйти замуж за цыгана. На тот момент у нее было 6 детей. 7-й дочерью стала моя прабабушка. У нее было 5 детей. Старший сын в 50 лет покончил жизнь самоубийством. Ну, бывает. Он был одиноким человеком, алкоголиком. А вот дальше я уже была свидетелем сама. У бабушки умирает в 50 старшая дочь.
Совершенно здоровая женщина. Инсульт. У ее брата через год умирает в 50 старший сын. Инфаркт на даче. Скорая не успела. Умирает в 50 следующий родственник, оставив 3 детей сиротами. Последнего старшего сбила машина. У меня возникает мысль о каком-то цыганском проклятии. Недаром в семье до сих пор передаются истории про этого человека, оставившего свой образ жизни ради красавицы прабабушки. Я старший ребенок, мне 35. Подождем. У меня напротив кровати стоит шкаф с зеркальной дверью. Кровать расположена ногами к шкафу. Никогда не придавал значения всей этой чертовщины про вред спанья напротив зеркал и всем этим прочим приметам, пока ночью внезапно не проснулся и не увидел в этом зеркале отражение сидящего себя в ногах кровати, а вместо глаз были черные провалы теней. Я аж подскочил, но моргнув, увидел, что в зеркале снова стало пусто, и я видел лишь свое испуганное лицо. До утра почти не спал. Рассказала недавно свекровь, которая не верит ни во что сверхъестественное. Свекор уехал в другой город, она дома осталась одна. Вечером помылась в бане и легла спать, забыв выключить газовый котел. Снится ей давно умерший отец, как будто помылся в бане. Выходит и говорит: «Наталья, ты бы выключила котел, а то он уже перегрелся, взорваться может». Свекровь проснулась, побежала в баню, а там еще час и взлетела бы баня вместе с домом. Вот так умершие родственники заботятся о нас. Знакомая после аварии попала в больницу. Всю реанимацию просила узнать, где муж. Родители ей объяснили, что он в другой больнице. Спустя месяц ночью ее разбудил муж, погладил по ногам и вышел во двор. Знакомая кинулась за ним, но в силу полученных травм передвигалась еще плохо. Выйдя на улицу, мужа так и не нашла. Решила присесть на лавочку. Возвращалась назад, когда увидела пожар в районе ее палаты. Проводка. Соседки задохнулись, а мы позднее ей сказали, что на самом деле ее муж погиб в аварии. Рассказывал отец. В молодости как-то выпивали с другом, и, не успев на автобус до дома, остались ночевать у бабушки на квартире. Ночь. Друг будет отца с огромными глазами и говорит, что видел в кресле качалки светящегося человека. Спросил: «Кто ты?» Тот посмеялся и исчез. Естественно, отец подумал, друг белку словил. Проснувшись утром, они не нашли ни одной сигареты. Пепельница была пуста. И еще пара значимых вещей пропала. Дверь была на замке. Ключ только один. Так и не поняли, что это было. Приехали мы всей своей молодой семьей в гости к матери мужа. Ночью мне приснился очень неприятный сон. Будто я встаю с дивана, на котором мы спали, и подхожу к зеркалу, что находилось в коридоре, и вижу в нем злобно смеющуюся беловолосую женщину. От ее смеха мне перехватило дыхание. Стало трудно дышать. Я проснулась, и мой взгляд упал прямо на это зеркало. Мне стало страшно. Прижалась к мужу. Даже разбудить хотела. На следующий день рассказала мужу. Думала, что он даже внимания не обратит. Но он скептик по натуре. Мне поверил. Сказал, что маме его тоже часто снилась женщина с белыми волосами, которая душила ее. Даже следы на шее на утро оставались. В общем, больше я в этом доме ночевать не хочу. Был у меня свой магазин подарков. Однажды стою, консультирую покупателя. В дверь буквально влетает мужик, подбегает ко мне и пихает в руку монету 2 рубля, громко требуя разменять. Я опешила. Растерялась, отдала ему 2 монеты по рублю. Он также стремительно убежал. Я сначала пожала плечами, мол, чудик какой-то. А потом почему-то вспомнила про переклады, перемещение негативной энергии на какой-то объект. Выбросила монету. Руки вымыла от греха. И вот уже полгода ищу работу, перебиваюсь случайными заработками. Магазин пришлось закрыть. Покупателей не было совсем. Долги росли стремительно. Плачу кредиты, бьюсь как рыба. Но выплыть пока не получается. Однажды на сочельник с девками устроили тематическую вечеринку, где каждая должна была подготовить гадание. Я выбрала хиромантию. Горят свечи. Я беру руку. И мне становится жутко холодно. Я начинаю говорить странные вещи, которые попадают в свет. Прошло много лет, и иногда кто-то по приколу просит ему погадать.
И бывает, я опять чувствую этот замогильный холод и начинаю вещать. Я очень боюсь этих моментов. Однажды ляпнула, что девушка оставила своего ребенка в роддоме, и это оказалось правдой. Компания, в которой я работаю, переехала в новое помещение, в старом офисном здании. На второй день обнаружили на нашем пролете в подъезде нехилую кучу дерьма. Поругались, убрали. Через 2 дня то же самое, но в этот раз без повторения. И все бы нормально, но пока в подъезде лежала эта куча, то от клиентов отбоя не было. За пару дней срубили денег, как за 2-3 недели. Как только убрали, никто не приходит. А некоторые старые отменили сделки и требуют возврата денег. Какая-то дерьмовая магия. Есть в моем окружении одна ужасно неприятная девушка. Все время пытается как-то самоутвердиться за мой счет. В принципе, я человек неконфликтный. Часто игнорировала ее. Иногда отвечала на ее шутливые унижения и оскорбления в мой адрес. Однажды мне попалась на глаза одна инструкция, как нарисовать защитный щит от злости со стороны окружающих. Ну, я и нарисовала в своем блокноте. Не знаю, совпадение или нет, но в коридоре универа, когда она очередной раз решила блеснуть своим остроумием в мою сторону, эта коза оступилась и свалилась вниз по лестнице, разбив себе голову. А я спокойно и равнодушно спустилась мимо нее и пошла дальше. Часто, когда захожу в подъезд, лифт сам открывает двери без вызова. И всегда после этого он останавливается на 6-м этаже. Открывает двери, словно кого-то выпускает, а потом едет дальше на мой этаж. Каждый такой раз говорю спасибо и до свидания своему невидимому соседу. Когда мне было 9 лет, мы переехали с семьей в Сталинку, бывшую коммуналку на 2 семьи. Через какое-то время мне стало страшно засыпать без света. На кухне ночью я часто слышала негромкие голоса 2 людей, а из спинки дивана пару раз показывалась изящная женская рука в перчатке. Родители не верили. Выросла, переехала от родителей. Недавно звонит папа и говорит: «Доча, прости за неверие». Проснулся ночью и услышал их. Обмениваемся впечатлениями. В квартире стоят детские музыкальные качели. Как правило, они отключены и их не используют. Но около 3 недель назад они стали самопроизвольно включаться, особенно ночью. Причем на полной громкости, даже если перед очередным отключением звук был поставлен на 0. Естественно, меня это насторожило. Я позвала одну знакомую. Она почистила квартиру, в процессе чего кот бегал по стенам. У меня из рук некто выбил 2 кружки. Свеча моей знакомой тухла раз 5. А ребенок, отправленный с супругом на улицу, плакал так сильно, что муж звонил и спрашивал, что делать, почему он так орет. Знакомая работала очень долго. Потом молча дала мне листок, в котором написано, что нужно сделать, и также молча ушла. Самое странное, что она оставила у меня пальто, а позже сказала вообще его выбросить. Что это было, я не знаю, но ощущение жути осталось. Качели отправлены в гараж, кот спит под ванной, но жив, есть ходит, и какули в лоток кладет, но не выходит 4-й день. В электричке заметила красивого молодого человека в военной форме, кажется, пограничник, высокого роста, волосы черные и белая кожа, на вид года 23. Встретились глазами, загадочно так мне улыбнулся и подмигнул. Я выходить, боковым зрением вижу, что он в тамбуре стоит. Поворачиваюсь в его сторону, а там... Форма та же, тот же высокий рост, и вроде он, но вот только волосы седые-седые, и лицо в морщинах. Старик под 80. Улыбнулся все так же загадочно, подмигнул и вышел. Я видела его в прошлом. Работаю в ГИБДД. На трассе есть одно место действительно аномальное. Раз в год, день в день, там случается ДТП с участием мотоциклиста. И, естественно, с тяжелым исходом. Может, и есть те самые мистические места на планете. Если и есть, то это одно из них. Катался как-то в выходные с сыновьями на велосипедах. Пришло время перекусить. Было жарко и душно, как перед грозой. Мы расположились под большим деревом на скамейке рядом с велодорожкой. Сидим, болтаем ногами, хрумкаем печенье. Тут к нам подскакивает ворон и начинает истошно каркать. Я было подумал, что поесть выпрашивает, и кинул птице печенюшку.
Но ворон даже не посмотрел на еду и продолжал каркать и наскакивать, чуть ли не клевал по ногам. Что ж, раз так нас выгоняют, то мы собрались, сели на велики и покатили дальше. Но не проехали даже метров 5, как вдруг налетел порыв ветра. А погода, повторяюсь, была предгрозовая. От того дерева оторвалась здоровенная ветка, упала прямо на скамейку, с которой мы только что ушли, и разбила спинку и сиденье этой самой скамейки в щепу. То есть, если бы мы еще там задержались на минуту, то нас бы оттуда в больницу увезли, в лучшем случае. Но что интересно, когда я потом с детьми обсуждал события, то они, оказывается, ворона абсолютно не видели. Они еще удивились, что я сначала бросил печенье на дорогу, а потом неожиданно встал и сказал, что мы едем дальше. Получается, что птицу видел только я один. Было это зимой в 9 классе. Шла после занятий, вокруг тишина, никого нет. Как вдруг около меня оказалась старенькая бабулька лет 70. Говорит мне: «Подожди меня, слишком большие шаги». И я немного снизила скорость. А через несколько секунд перед нами упал огромный кусок льда. Я испугалась, не знала, что делать. Побежала. Вспомнила про бабку, которая стояла рядом, обернулась, а ее уже там нет. Никому об этом не рассказывала. Прошло уже 10 лет. До сих пор мурашки по коже, когда вспоминаю. Работаю в психиатрической больнице психологом. Очень много среди пациентов людей со сверхспособностями. Рассказывали мне про мои, якобы прошлые жизни, и много всего нереального. И вот на одном из приемов пациенту не давал покоя мой прыщ на лбу, а он, зараза, большой был и подкожный. Пациент уверенно сказал, что сейчас мне все вылечит. Сосредоточился и спросил, стало ли мне лучше. В шутку ответила, что да, мол, исцелил. А через пару часов прыщ и вправду рассосался. Есть у нас семейная байка. Бабушка моей бабушки слыла в деревне ведьмой. Когда она умерла, все собрались в доме вокруг гроба, и началось отпевание. Тут покойница оживает и встает. Перепуганные сельчане в панике ломились из дома через двери и окна. Бабушка еще довольно долго прожила после этого, а свое воскрешение объяснила тем, что Бог не принял ее из-за колдовства. В доме завелись клопы. Что я только не делала, как только не травила. Вызывала разные службы, все без толку. Однажды ночью в слезах попросила домовенка забрать все, что он хочет, только пусть клопы исчезнут. На следующее утро не могла найти довольно дешевую, но любимую брошку, а через 3 дня ни одного клопа не осталось. Вслух поблагодарила его, хотя, судя по характеру пропажи, видимо, мой домовенок девочка. Всегда боялась приворотов. В 14 лет моя тетя влюбилась в парня. Он на нее даже не смотрел. Не очень она была симпатичной. И, несмотря на предостережения моей мамы, как-то приворожила его. За 9 лет они расходились миллионы раз. Он и бил ее, и оскорблял, и уходил в многодневные запои, и изменял, и переезжал в другой город. Но все время, как потерянная собака, приходил к ней. Когда ей было 23, он мучительно умер, называя ее имя. От деда остался дом в деревне. Решили ездить туда на лето. Деревня глухая, кругом лес, тишина, удобство на улице. Ночью пошла в туалет с фонариком. Смотрю, в саду охотничья собака под яблоней копает что-то. Увидела меня, гавкнула и продолжает. Утром смотрю, никаких следов, что копали. Да и в деревне такой собаки нет. Сказала мужу, взяли лопаты, всю землю изрыли на том месте. Нашли коробку из-под чая, а в ней золотые монеты. Отстроили новый дом. Такая собака у деда моего была лет 30 назад. Сплю на дежурстве, лицом к стене лежу. В сон-полусон такое вкрадывается. Меня сзади обнимает кто-то. Так прямо во всю спину. Прямо коленками под коленки. И так тесно-тесно. Думаю, ни хрена себе, кто-то обнаглел. Пытаюсь развернуться, треснуть этого кого-то, а там пусто. И такой по спине леденящий холод, до жути. Молитву прочитать хочу, а губы как не мои, еле-еле ворочаются. Потом махом все раз и нормализовалось. Мы построили дом в 2011 году. Через пару месяцев я стала слышать по коридору шаги, мягкие такие, как будто босиком ходят.
Сначала как-то страшно было, потом привыкла. 1 год выдался тяжелый очень. Денег нет. Я из декрета выйти не могу. На мое место родственницу начальника посадили. Работу найти не получается. И вот однажды засыпаю вечером и говорю: «Домовой хозяюшка, ну сделай так, чтобы я нашла работу хорошую». Наутро позвонили из крупной фирмы, где я свое резюме еще 4 года назад оставила. В квартире, где умерла бабушка, творятся жуткие вещи. Постоянно открывается и закрывается сама по себе входная дверь на сложном замке. Включается и выключается техника. Падают и передвигаются предметы. Слышатся голоса и прочая потусторонняя хрень. Но апогеем этого стало то, что я проснулась и увидела сидящую в кресле маленькую девочку со стеклянными глазами. Включила свет. Нет ее. Страшно. Было это летом. Гуляли с друзьями. На улице стемнело. Попрощавшись с друзьями, я пошел домой. Все как обычно. Зашел домой. Вызвал лифт. Поднялся на этаж. Открываю двери лифта. Вижу, стоит бабушка. Я вышел. Пропустил ее. И она зашла внутрь лифта. Я подошел к своей двери и стал открывать. Лифт закрылся, но никуда не поехал. Ну, думаю, может, плохо стало или что-то еще. Пошел проверять. Нажимаю на кнопку лифта, а он открывается, а там никого. До сих пор боюсь ездить в лифтах. Мне было 2 года. Жили мы в деревне. Однажды к нам пришла соседка. Она играла со мной, была мила с мамой. Через некоторое время меня положили в больницу с кучей непонятных симптомов. Никто из врачей не мог меня вылечить. Отнесли меня тогда к бабке-знахарке, и она указала, кто виновен в моем состоянии. Мама по наставлениям той бабки воткнула иголки над всеми дверями. И когда соседка вновь пришла, стоя на пороге, сказала: «Убери иглу, впусти меня». Это было 20 лет назад. Она еще жива. Собрались все родственники, отмечаем день рождения бабушки. Ей исполнилось 70 лет. Она говорит тост, как и все бабули, мол, всех люблю, всем спасибо, что пришли. Это, наверное, мой последний день рождения. Скоро помирать. И тут мой братишка, на тот момент ему было лет 5, говорит: «Не переживай, бабуля, ты умрешь, когда тебе будет 2 восьмерки». Все гости посмеялись. А через 18 лет бабушка умерла, когда ей исполнилось 88. Когда была маленькой, спала с младшим братом на одном диване. И как-то ночью я просыпаюсь и вижу, что брат ходит перед диваном. Но только странно, сгорбленный весь, улыбается, будто смеется беззвучно. Эта картина начала напрягать меня. Я поворачиваю голову вбок, а мой младший брат спит рядом со мной. А то нечто также продолжало ходить, пока в один момент не растворилось в воздухе. Переехали в другую квартиру. И там, когда находишься в ванной комнате, слышится какое-то мычание. Думали, может, трубы так странно шумят. А на днях 5-летний сын сказал, что эта девочка, которая тут умерла, песни напевает. Ну, мало ли фантазирует ребенок. А сегодня разговорились с соседкой. Она сказала, что до нас тут жила семья с девочкой-подростком, которая умерла. Поскользнулась и ударилась головой. У нас была соседка очень давно. Тяжелая у нее была жизнь после войны. Она рассказывала, что собралась прыгать под поезд. Идет по перрону, и тут ее окликает старая знакомая с работы. Соседка ей все рассказала, зачем на вокзал пришла, и заплакала. А та с ней 2 часа сидела, успокаивала. Соседка взяла себя в руки. Утром на работе рассказала, что видела бывшую работницу. На нее все смотрели в шоке. Сказали, что та, как 2 года назад, умерла. Прожила наша соседка до 102 лет. Я ее очень любила. Она была мне как бабушка. Что-то мистическое есть в том, что носки периодически исчезают. Я очень организованный человек, и у меня все по полочкам. Но носки как исчезали, так и исчезают. Был у бабушки старинный браслет с 5 камнями и поломанной застежкой. Я выклянчила его лет 20 и починила. В мастерской мне сказали, что это редкие аметисты. Я очень дорожила им, но после развода с мужем он исчез. Оказалось, что этот мудак украл его и передарил браслет новой жене. Взрослая дочь этой женщины погибла в аварии вместе с женихом перед свадьбой. Вскоре после этого умер мой бывший муж. Нашли в машине.
У него остановилось сердце. А я ведь помню бабушкину реакцию на кражу браслета. Не прощу. Мне было 13 лет. Моему брату 3 года. Мы с мамой поехали к бабушке в деревню. Она лежала в больнице, и мама к ней ездила в райцентр через день. Лето, дом стоит на отшибе, напротив озера, справа лес, кругом поляна, красота. Но как только заходили в дом, всем телом чувствовалось, что кто-то на тебя смотрит с печи. Было очень страшно заходить в дом, буквально до истерики. Маме тоже. Брат почти каждую ночь плакал. Все прошло, когда по углам побрызгали святой водой. Самовнушение. В рождественскую ночь решила погадать на тени от сожженной бумаги. Выполнила весь ритуал. Смотрю на тень и четко вижу гроб, а из него нос большой. На этом не остановилась. Пошла гадать по номеру страницы и строки. Выпала. И поставила она крест на его могиле. Стало жутко. Через месяц звонит дедушка. Говорит, что ему плохо. А у меня в голове фраза: «Скажи, пусть готовятся к похоронам». На следующий день его не стало. И увидела я гроб, а из него большой нос моего деда. Только это уже была не тень. Пару лет назад снимала квартиру. Жила одна с годовалым ребенком. В квартире происходили странные вещи. То ночью телевизор включится, то на кухне тарелки падают. Однажды, сидя в ванной, услышала легкий стук по дну. Потом сильнее, думала в трубах. Но с кучей баночек на стиральной машинке одна начала расшатываться, а потом совсем слетела на пол. Последней каплей стало, когда мы с дочкой спали и проснулись от того, что ее что-то тянет под кровати. Утром мы съехали. В 2015 году заступали в наряд по КПП. Учусь в ведомственном институте. Конец мая, теплые ночи. Двое ушли на отдых. И мы с другом остались. Время было где-то 1:30 ночи. Видим около 10 человек в полевой форме времен Великой Отечественной войны. Идут, беседуют. Мы в ступоре. Они прошли мимо КПП и как сквозь землю провалились. Мы смотрели запись с камер наблюдения. Никого, только мы, как две статуи. Было мне лет 15. Тетя научила гадать на имя суженого. Погадала шутки ради, выпало имя Виктор. В 17 лет познакомилась с Витей. Первая любовь, но мимо. В 22 вышла замуж за Витю. Прожили 12 лет, умер. Сейчас с мужчиной любовь, Витюша. Погадала, блин. Раньше не слишком верила в домовых, пока сама не столкнулась с одним. Уже с год живу у знакомых, и так как любовью к уборке не отличается ни один из нас, то в квартире частенько бывает срач. Как-то проснулась ночью от того, что кто-то в комнате жутко шуршал новогодней гирляндой, валялась за диваном. Потом услышала какое-то недовольное бормотание и топот ножек. Гирлянда шуршала около часа. Так страшно мне еще никогда не было. На следующий же день предложила навести уборку, и мы вычистили комнату до блеска. С тех пор я завела привычку убираться в хате. Знакомые до сих пор не понимают, почему мне так нравится убираться. А с домовым я теперь дружу. Когда мне плохо, он ночью садится в ноги, и я быстренько спокойно засыпаю. Прапрадед моей мамы был колдуном. Самым настоящим, очень сильным. В родной деревне его до сих пор помнят. Считается, что девушки нашей семьи наследуют его магические способности. У мамы повышенное чувство интуиции. Сестра невероятно везучая. Из любой проблемы выходит сухой из воды. А я ни разу не ругалась с работниками госуслуг. Куда бы ни пошла. Почта, поликлиника, паспортный стол и так далее. Все улыбаются и спокойно все разъясняют. В 16 лет мы с подругой придумали гадание. На Старый Новый год надо положить под подушку 12 листочков с именами парней. Но писать эти имена должны были 12 людей и нам не показывать. На утро, не вставая с кровати, нужно засунуть руку под подушку и вытащить любой листик с именем. Так и будут звать мужа. В канун Старого Нового года мы пошли собирать эти имена. У кого только не спрашивали. Продавцы в магазинах, родственники. И дело дошло до нашей компашки. Парни нам что-то написали, и мы, довольные, пошли спать. Утром руку под подушку, вытаскиваю листик. Достаю его с именем Петя. Я разочаровалась и подумала, что это не гадание, а фуфло. Парни над нами прикололись. Кто-то написал Вася.
кто-то Федя. Но были там и Аристарх, и Эммануил. Прошло уже 16 лет, и моего мужа зовут Петр. Покупала очень хорошую квартиру по очень хорошей цене, и все тряслась, что это какой-то развод. 1000 раз проверила сделку, и юриста привлекла. Все ок. Сделка состоялась. Я заехала в свою шикарную двушку. Поняла причину такой цены в первую же ночь, проведенную в этой бесовой квартирке. Не верите в домовых? А у меня он есть, точнее она. Это существо женского пола. А по призванию стерва. Днем ее не видно, не слышно. Наступает ночь, и стоит мне лечь спать, как она начинает смеяться, топотать своими маленькими ножками, звенеть на кухне посудой и шепотом предлагать попить водички. Шлю я ее подальше, она затыкается, но упорная и не уходит. Ништячки подкладывала, не работает. Похоже, эта домовиха еще и на диете. В детстве я была в гостях у одноклассницы, и она погадала мне на картах. Меня это так впечатлило, что дома я записала ее предсказания в тетрадь, благодаря чему отлично запомнила их. В течение почти 20 лет все исполнилось. 2 брака, переезд за границу, творческая профессия, выигрыш в лотерею и прочее. В прошлом году я была на родине и повстречалась с этой одноклассницей. Рассказала, что все сбылось. Она удивилась. «Да ты чего? Я же гадать-то не умею. Я просто прикалывалась, молола от фонаря».